Доброго времени суток. Сегодня прихожу к вам с супер хорошим настроением, с оптимизмом, смотрю в будущее и вот прямо радуюсь, потому что в прошлом видео получилось на самом деле автоматизировать работу искусственного интеллекта, что он сам создает какие-то задачи, что-то выполняет, что-то тестирует, находит какие-то баги, отправляет это на доработку разработчику, это все контролирует технический директор и генеральный директор. То есть я прямо очень с большим энтузиазмом смотрю за этим всем. Кстати, спасибо, что подписалось столько много человек. Я не думал, что такой сложный контент, обучающий, зайдет такому большому количеству людей, так что спасибо вам, что смотрите, спасибо, что подписались, спасибо, что лайкаете. Для меня это очень неожиданно, но также очень приятно. Что мы сегодня делаем? Я вначале скажу, какие у меня обновления. То есть после того, как мы вручную делали то же самое, локализацию. Так, давайте изначально я проверю, насколько у нас выставлен компьютер в режим эффективности, а не чтобы он не жужжал. Я его на ночь просто оставлял. И чтобы на ночь не оставлял, я мог его поставить на более экономный какой-то режим. Да, давайте переключимся на производительный режим. Так. Вот это наш проект, и он начал работать. После того, как я добавил вместо Z-AI просто Cloud антропевская. Кстати, я спрашивал, вот этот цвет нужен, не нужен. Сейчас вот я выключу эти прожекторы, которые бьют мне в глаза. Вот без этих прожекторов. Скажите, пожалуйста, как-то, если нормально, так тоже меня видно, слышно. В принципе, все, я думаю, пришли больше за информацией, и насколько там прожекторы мне бьют или не бьют в глаза, вам не сильно важно, я надеюсь. В общем, скажите, если посчитаете нужным в комментариях или в группе там в Telegram. Окей. Что у нас? Мы когда занимались вручную, когда я вручную все делал, когда я настраивал локализацию, где тут плейлист локализация, когда я ее настраивал просто вручную, то, я упирался в лимиты, но упирался в лимиты где-то там по итогам 4 часов работы, 3 часов работы, то есть достаточно поздно упирался в лимиты. Что произошло, когда мы смогли в прошлом видео Paperclip все-таки раскрыть? Наконец-то я научился им пользоваться. Что было сделано? Я добавил проект и сменил модельку с Z-AI на минимальной подписке на... Кстати, вот он что-то, сам взял, проснулся, начал что-то делать прямо сейчас. Во всяком случае, проверяет, наверное, есть ли какие-то задачи, которые нужно сделать. Вот, то есть я добавил проект. В проекте я зашил, как должна вестись разработка, что робот должен зайти. Хорошо. Я расскажу, почему я радуюсь. Когда я ставил его на 5 или на 6 или на 8 часов, он мне сказал, все готово. И вот во входящих он говорит, давайте запушим это все в главную ветку, то есть соединим с главным репозиторием, у нас все готово, у нас все классно. Я такой думаю, ура, все получается, у нас все классно. Захожу, а сервак лежит. То есть они отчитали, что вроде бы как будто бы все хорошо, но это было совсем не так. То есть и тогда, я не снимал это, потому что совсем маленькая задача. Я просто зашел, создал new issue, новая задача,
И задача была вот такая вот. Сервер упал. Пожалуйста, делай локализацию до самого результата. Сейчас локализация полностью сломала сервер. Пожалуйста, сделай, чтобы это работало. Пожалуйста, сделай локализацию на всех уровнях UI от анбординга. Ну, я просто понимал, что, скорее всего, робот будет заходить сюда, тыкать, но он не додумается. Кстати, по-моему, какой-то другой интерфейс. По-моему, они запилили так, что пропала вот эта вот штука, навигационная панель, где можно добавлять дополнительную компанию. Ну, на самом деле, может быть даже и прикольно вынести это в отдельно. Я не просил это делать, да, но это даже очень неплохо. А здесь преимущество, что сразу переключаешься между своими компаниями, а здесь вот как в больших каких-то энтерпрайзах, чтобы между проектами переключиться, всего лишь один клик надо сделать дополнительный. Ну, на самом деле прикольно. Вот, то есть они сами подняли сервак. Я говорю, что зайди в онбординг, потому что тут они могли кликать, а вот добавить компанию, вот здесь вот что все переведено. Молодцы. Перевели еще и здесь. Ну, прямо очень прикольно. То есть вот здесь вот, ну, в инпуте еще чуть-чуть сохранились какие-то данные. И вот, я хотел сказать, что нету выпадающего меню для того, чтобы выбрать язык. Язык, вот он, справа вверху. Ну, круто на самом деле. Может быть, здесь область какая-то невидимая, то есть надо попросить их перенести сюда. Но если вы смотрели видео, вот этот вот мой марафон, который растянулся на 25 часов у меня, вам я это показывал, ну, чтобы не перегружать не больше там часа, не больше 2 часов, не больше 3 часов, показывал неделю, что я делал, то это все у меня занимало... Это было очень трудоемко. Здесь я просто дал задачу. Ну, очень хорошо, очень красивенько. Вот это я не знаю, должны ли мы переводить тексты. Я думаю, здесь мы откатим назад, что это переводить не надо. Что здесь пусть будет на английском языке задание, потому что там русский язык плохо воспринимается. Компания готова к запуску. Ну, слушайте, они такие умнички. Я не зря с оптимизмом и с радостью шел сегодня в этот эфир. Окей. И я говорю, что создал вот эту задачу, куда физически QA сможет достучаться. Давайте зайдем в какую-то сложную штуку, настройки, вот, все-таки вот в настройках, и тут уже есть какие-то моменты, которые они не доделали. Я помню, что там вот эти вот штуки, тут куча вкладок. И я думал, сделали или не сделали. Ну, многое сделали, мне прямо очень нравится. Тут еще дополнительные. Класс. Ну, то есть я вручную заходил, делал... тут вот панелька, да, не переведена, но очень хорошо. Я в диком восторге. Ой, как хорошо, что я... я вначале подумал, что Paperclip не работает. Потом я думаю, такие именитые
крутые менеджеры и разработчики его делают, наверное, со мной проблемы. Наверное, я что-то не так его настроил. И я очень рад, что я все-таки не бросил, а продолжил разбираться в нем. Это будет очень полезно. Я в восторге. Окей, мы базово посмотрели, что вот на порт 3105 очень многое уже фактически переведено. То есть то, что они там где-то чуть-чуть что-то не нашли, но окей, то если они вот так вот, представляете, под вот эту одну задачу он создал подзадачу 27 «Восстановить сервак». План закончить локализацию туда, куда QA может достучаться. AOS, onboarding, invite, issues board, agent list. Ну, то есть правильно, что я его пнул, но я это все сделал. Кстати, да, мы быстро тогда уперлись в лимиты. Извините, что я так скачу, просто радостный, эмоциональный. Вот, и мы уперлись в лимиты. То есть когда я вручную кодил, то в лимиты я упирался, прямо, не часто. И уже где-то под конец 4 часа, когда уже эти лимиты и сами обновлялись. Когда я запустил Paperclip, он за 40 минут 50% лимита 4-часового израсходовал. Я думаю, неужели у меня самая дорогая подписка? Начал здесь ковыряться, и у меня был Max 5X, а сейчас я уже перескочил на действительно самую дорогую, самую полную подписку 20X. Оказывается, там есть возможность тыкнуть то, что за $20, и та, что продвинутая. И внутри продвинутой, когда уже в $100 в месяц не помещаешься, то там предлагают уже подписку на $200 в месяц. Вот, я подписался, и смотрите, какие изменения у нас есть. На Sonnet у меня уже ограничения не недельные, а сколько там, через 4, наверное, 5 часов, через 4 часа будут обновлены лимиты. А на все модели у меня... давайте так. У меня были ограничения, по-моему, в течение недели. Когда я его только купил, я увидел, что уже ограничения стали не недельные, а 24 часа. Вот, и больше то есть в 4 раза больше токенов мы можем расходовать. То есть мы сейчас разгуляемся по полной здесь с нашей автоматизацией. Подтверждено, что восстановлен. Код сервера прочитал. Я в диком восторге. Я в диком восторге, и внутри этой задачи я могу ему просто сказать, наверное, какие-то простые фразы. Значит, я бросаю вот эту вот штуку. И вот здесь вот комментирую. Здесь у меня идет скриншот в CLI. И, наверное, я ему скажу, теперь с этого момента пиши мне не на русском языке, а на английском. Ок. И мы... сейчас подожду, пока пропадет эта штука. Делаем скриншот. И на этом скриншоте
Я выделю... Я, наверное, даже попытаюсь выделить какую-то область красненьким и указать туда стрелочками, что это совсем разные штуки, и что на это отдельно нужно обратить внимание. И, наверное, еще вот сюда вот я тыкну. И я думаю, что искусственный интеллект, который будет это читать, он сможет указать, что на этом скриншоте я потыкал в разные места. Это, конечно, будет совсем другой уровень. То есть, если так, я заходил вручную, нажимал на элемент, выбирал элемент, потом копировал селектор, да, кто смотрел то видео. Кстати, да, я в шоке, сколько людей понимают, о чем я говорю, и не считают, что это что-то сложное. Может, кто-то вообще суперпрограммист смотрит и вместе с нами находится и говорит, что какое здесь сложное, здесь все очень-очень простое. Окей, я ему скопировал, и это уже директору я просто отправляю сообщение. И я думаю, что, видите, задачи, которые были заблокированы, подзадачи, которые были в этом направлении, localization, вот базовое, что изменилось, наверное, это, кстати, давайте сейчас 3%, и сейчас они начнут что-нибудь там делать. А если мы достигнем 25%, то это то, где у нас были лимиты, ну, буквально вчера. Что могу сказать про ZAI? Я не хочу о нем плохо отзываться. Возможно, он бы справился с задачами. Но среди прочего, ответ от сервера был слишком длинный. То есть вот сейчас вот я уже вижу, что здесь идет работа, и он уже что-то думает, и это заняло, ну сколько там, 20 секунд, допустим. Там я ждал ответа где-то от 4 минут. То есть 20 секунд против 4 минут, и это на каждый запрос. А если здесь еще ряд запросов, то, ну, пока что для эксперимента мне было интересно покрутить ZAI, но для работы, для результата пока что я умываю руки, я переключаюсь на Cloud Code. Вот, да. Теперь уже, я так понимаю, на максимальной подписке. А дальше уже идет enterprise, бизнес, там какие-то процессы. Команда, бизнес, там такие уже режимы идут. Так, давайте еще. Мы можем просто по-быстрому здесь подсказать, где он еще не доперевел. Так, что мы можем здесь сказать? Где-то там было онбординг, добавить компанию. Наверное, чтобы он лишнего не описывал. Давай, пропадай. Ладно, тогда вот так вот сделаем. Я хочу просто указать вот сюда вот стрелочкой. И я бы хотел вот так вот сделать просто вот этот элемент. И, наверное, чтобы этот элемент переместился вот сюда вот куда-нибудь. Даже не так, не сюда, так это будет некрасиво. Наверное, вот по вот этому краю.
Как-то вот так вот. И я попытаюсь сделать просто вот такую вот стрелочку. И, может быть, он поймет, что мы хотим. Давайте почитаем. Так, я надеюсь, что он поймет, что Acme Corp нужно перевести. Пытаюсь понять, он понял, что я хочу, чтобы язык переехал вниз или нет? Ну, он описал, но я думаю, это надо будет еще дополнительно как-то озвучить. Вот, он погнал создавать новые задачи, исходя из этого. Это шикарно. То, что в инпуте еще значится как английский текст, переведи, пожалуйста, это тоже в переменные, и в том числе, чтобы было переведено на английский язык. А выпадающее меню переключения языков я бы хотел, чтобы переехало из правого верхнего угла в левую часть экрана, и вот есть рамки названия компании, миссия компании и вот эти вот инпуты. И я бы, наверное, по левому краю этих инпутов разместил вот эту вот переключалку языков. И, возможно, я бы переключение языков сделал только на вкладке «Компания», а на остальных вкладках, там, где уже агент, задача и запуск, чтобы эта вкладка была не видна. То есть, чтобы она была видна только на первой. Когда я переключаюсь на агент, то там появляется кнопка «Назад». И вот когда я нахожусь на «Компания», то как раз там, где логически должна была быть кнопка «Назад», я бы разместил вот этот выпадающий блок. То, как ты сделал полупрозрачность при наведении фона, мне нравится. Это классненько. Страшно сказать, но прям как с человеком общаюсь. Ну, то есть я даю задачу, и искусственный интеллект понимает, что сделать, и распределяет задачи на других субагентов, и они понимают, что сделать. Ну, для меня это магия и фантастика, как мы, если вы посмотрите предыдущие видео, как это тяжело давалось до этого инструмента. Так, я просто отправляю ему сообщение, то, что я нашел, и где я это увидел. Модели, проверить. Тут тоже все. Так, давайте посмотрим, как это у людей. Ну да, так, наверное, у людей. Все хорошо, все классненько. Задачи тут... насчет задачи, да, я, наверное, тут тоже надиктую. Вначале закину, чтобы скриншот переводился уже
А здесь что я хочу акцентировать твое внимание. Вот внутри инпута там есть нанять первого инженера и создать план найма. К сожалению, Paperclip плохо работает с русским языком, и поэтому я прошу именно вот это промпты, которые название задачи, внутри инпута сам текст задачи не переводить. То есть пусть он остается на английском языке. Вот как вот описание в скобках не обязательно, там написано на английском you are CEO, you set the direction of the company. Да, вот это на английском языке осталось, и это правильно, я хочу, чтобы так и было. И вот название задачи тоже оставь, пожалуйста, на английском языке, верни, пожалуйста, английский язык. Вот. И это мы тоже переведем. Берем наше описание скриншота, просто копируем и проверяем delegate task. Так, а я это отправил или не отправил? Я нажал Enter, а он не отрабатывает на Enter, мне необходимо нажать Send. Окей, да, теперь все улетело. И еще Delegate Task. Ну да, вроде бы оно. Ctrl-Enter, Enter. И наш перевод. Что мы надиктовали, тут хотим от него. И рукой тыкнул Send в UI-ке, не Enter. Блокирована какой-то задачей синенькая. Возможно, там требуется какое-то мое участие, в инбоксе что-то там появилось. 2 задачи на гендире, 1 задача на техническом специалисте. Почему-то наш браузерный тестировщик не задействован, и агент по локализации, который пишет код, не задействован. Что у нас по лимитам? 16. 6. Пока нормально. При достижении 25 это было бы в прошлом 100%. Так, я ему вот просто вот в этой стене под задачей, неправильная задача, сервер is down, я здесь пишу. Смотрите, какая приятная визуализация, что здесь 12 из 13 выполнено, 1 в процессе. И это соответствует субзадачам, subtasks. Так, что у нас еще дальше? Запуск. Компания Cloud Code Local. Надо ли переводить local? Я бы, наверное, оставил, может быть, так, как есть. Да вы что? Он уже сделал. Вы видите, что он сделал? Обновился интерфейс. Мы перешли в этот адаптер, где я сказал, что адаптеры альфа вот даже здесь переведено, потому что я отдельную настройки экземпляра, здесь все переведено, а здесь адаптеры. Это просто... Так интересно разрабатывать. Так уже не собрал волю и погнал, засучив рукава, управлять ИИшкой. А когда ИИшки управляют ИИшками, это, я не знаю, я вообще как ребенок радуюсь.
Так, хорошо. Мне все нравится. Значит, если он здесь работает, то мы можем просто открыть соседнюю вкладку и в ней что-нибудь посмотреть, есть ли еще какие-то недочеты. Визуальненько, все вообще красивенько. Вот здесь вот какая-то штука чуть-чуть висит. Давайте мы ее запечатлим. И просто скопируем, что вот это еще не переведено. Please translate. Пожалуйста, переведи it to. Я с ошибками, наверное, пишу. Но я думаю, ошибки ему все равно. Ему не важны, важна суть. Окей, мы нашли еще один момент, где локализационный пошел что-то выполнять. У нас структура такая не супер большая, но итераций там достаточно много. То есть браузерный агент должен что-то найти, собрать технические данные об элементе, передать локализационному агенту. Локализационный агент должен все сделать, отчитаться техническому директору. Технический директор должен проверить, отчитаться, что все хорошо, и гендир должен принять задачу. То есть, в принципе, но после того, как локализационный агент что-то запилил, у нас идет повторный луп, как это? Петля. А повторная петля идет на тестировщика. То есть вначале тестировщик, потом разработчик, потом опять тестировщик. И тогда уже, окей. Или тестировщик может вернуть в разработку, и тогда еще раз тестировщик должен в конце это все подтвердить, что все работает. Так, давайте посмотрим дэшборд. То есть он под первую мою задачу создал отдельную задачу. Тут вроде бы все consistent, последовательно. CEO. Я не знаю. Я думаю, это какой-то, да. Вот здесь вот локализация, проект готовы. Тут уже наряднее все. Какие-то на ревью. То есть вот синенький это требует моего участия. Я должен ознакомиться и принять. Наверное, я. Хотя, может быть, там на ревью отдается кому-то. Хотя оно, наверное, тогда синеньким не метится. Ладно, давайте тут конкретно. Сложно будет. Сложно будет читающему скриншот, потому что оно совсем рядом там. Все, и как бы ему не промахнуться мимо и не дать неправильные какие-то инструкции,
что давайте здесь в конкретной этой задаче сделаем еще не переведено. Ну, я попытаюсь на русском написать. Надеюсь, он там не сойдет с ума. То есть прочитать-то он сможет. Просто если он начнет дальше на русском языке давать задачи внутри Paperclip, они могут вопросиками там быть, и исполнитель ничего не поймет, начнет Ну, кстати, я не знаю. Может быть, это для меня нечитаемо, а может, для роботов это читаемо, и они смогут выполнить саму задачу. Не знаю, кстати, тоже можно оттестировать, посмотрим. Ну, во всяком случае, сейчас вручную посмотрим. Ну, классненько, просто отлично. А здесь это название плагинов, которые можно установить, поэтому они на языке. А это описание должно тянуться там, где оно есть, а все остальное, ну, шикарно. Вот здесь вот мы ему указали, он взял, сам все поправил. Я в шоке, если честно. То есть я помню, как это все было тяжело, сложно. А сейчас это работает. Я не знаю, email, по-моему, это такое вот уже универсальное, которое не подлежит переводу. Email и email. То есть электронная почта, наверное, даже более странно звучит, чем email. Единственное, я так понимаю, что он поменял как-то интерфейс. Нет? Так и было. Ну да, вот, то есть как-то... Как поймать этот элемент? Наверное, вот это он. Хорошо срабатывал, когда я копировал элемент и потом еще дополнительно копировал селектор, тогда он уже не промахивался. Я вижу, что дизайн элементов изменен. У нас есть ограничение, чтобы мы дизайн не трогали, то есть тот, который есть, UI, мы его вынуждены оставлять, и мы должны работать только над локализацией. То есть то, что этот блок поменял свой размер и позиционирование по сравнению с оригиналом, это плохо, нужно сделать как в оригинале. Сейчас я тебе дам ссылку на оригинал. Я попытаюсь сделать это просто на русском языке. Оригинал находится вот здесь вот, наверное. Так вот ему и надо дать. И можно стереть, наверное... Или ладно, полностью пусть будет как есть. И посмотрим, что будет. Будет такой эксперимент. Нужно ли действительно на английский язык переводить вот эти вот все слова? Если дальше он всем будет раздавать задания на английском языке, то все хорошо. Я вначале не читаю сообщения, а вначале просто смотрю по тому, что визуально я вижу. Ну, вот здесь вот оно как-то более узко, чем здесь, мне так кажется, во всяком случае визуально. Ну да, так и есть. Тут более узко, и вот здесь верстка, она как-то поломалась. Здесь оно более такое длинненькое, широкое.
А так я в диком восторге. Ну да, и изменившийся текст тоже подтягивается. А давайте посмотрим, работает ли вообще перевод на английский язык. И все перевелось на английский язык. Давайте так базово пробежимся просто глазами. А когда вручную я делал, то там, конечно, я заходил прямо глубоко. Глубоко это значит, что есть там еще дополнительные навигации и настройки внутри, там где-то неявно. Сейчас мы туда нырнем. И, может быть, робот QA не мог туда зайти вообще, потому что там не было... Блин, на самом деле вот это вот изменение мне очень нравится, оно такое прямо профессиональное. Хотя я понимаю, что здесь, когда компании вынесены сюда и просто в один клик переключаешься между ними, это в том числе оптимизация. Если разработчик так захотел, то значит так это должно быть. Мы сейчас опишем вот это вот скриншот. И здесь вот мы то же самое сделаем. Опишем вот этот вот скриншот, где он находится. В принципе, я понимаю, что у них есть какой-то инструмент для чтения картинок, и, может быть, прямо картинку ему можно скормить. Так, он тут работает, и я ему еще буду накидывать. Отделю эти два скриншота вот таким вот образом. И сделаю устные пояснения. Что я имею в виду? Что я имею в виду? Мы дизайна не можем касаться, и несмотря на то, что я благодарен тебе, и это прикольная, классная идея перенести переключалку между компаниями в выпадающее меню сверху, это прямо такой вот классный корпоративный стандарт. Я прямо ощутил себя не в каком-то стартапе, а ощутил там в enterprise, таком крутом, состоявшемся, с 10-летней практикой. Но наша роль достаточно маленькая в этом проекте, и мы делаем только локализацию. И изменение UI, UX мы можем делать только с согласия учредителей, а мы у них не брали согласия на это изменение. И поэтому все изменения дизайна, они должны быть как в оригинале. То есть я тебе сейчас еще скину, если необходимо, ссылку на кодовую базу. Может быть, тебе проще будет это увидеть в файловой системе, где мы поменяли какие-то дизайны. Положение, размер и все остальное. Потому что, ну вот, мы делаем только локализацию. И вот этот вот маленький элемент, выпадающий меню смены языков, это вот максимум то, что мы можем предложить учредителям, чтобы это вообще было хоть как-то утверждено. Если мы добавляем еще какой-то элемент, который не связан с локализацией, то мы вылезаем за рамки одной задачи, которую мы делаем, а мы делаем локализацию. Получается, если мы делаем попутное изменение дизайна где-то в другом месте, мы, по мнению собственников, фаундеров проекта, мы сломали проект и делаем нецелевые действия. Поэтому вот я тебе даю ссылку на проект, где оригиналы,
И, пожалуйста, вот эти вот моменты поправь. Ну, вообще, пройдись по изменениям и посмотри, какие изменения были произведены в дизайн в нашей ветке по сравнению с оригиналом. Если есть возможность, я думаю, есть смысл создать отдельную задачу и назначить исполнителей там по этому направлению. Мне не хочется, чтобы это сломалось все, поэтому я сразу загоняю это в перевод. Мне хочется, чтобы уже оно пошло в исполнение, я не хочу играться с тем, сработает оно или не сработает. Я хочу, чтобы точно сработало. И я ему скопирую ссылку на наш Paperclip Fork. Это там, где мы все ведем разработку и кромсаем проект. А вот здесь вот это у нас оригинал. И мы вставляем ссылку на оригинал, идем там, где перевод, копируем перевод на английский язык, и уже вот на английском языке я дождался, пока отреагировала кнопочка. Так, ну вроде бы оно. И отправляем. Визуально, да, осматриваем, что как есть. По-моему, вот эта вот штука появилась совсем недавно. Пригласить людей в компанию. То есть вроде бы уже... Вот мы и нащупали, где он еще не переводил. А там, получается, целая кроличья нора не переведена. Направь QA, собрать все английские хард-коды. Для локализации и дальше по циклу разработки. Ну, я тут надеюсь, что он разберется и дальше на английском там всем будет писать. Да, ну, что можно сказать? Paperclip, я в восторге. Человек все еще нужен для... Ну, казалось бы, мы запустили робота и сказали, тыкай во все, и внутри уже все переводи, собирай хардкоды. Подождите. Может быть, там все переведено, я просто переключил на английский язык. Да. Часть здесь уже переведена. Choose файл, по-моему, мне тогда говорил этот AI, что это тянется из языка браузера, поэтому, исходя из того, что у меня английский язык стоит на браузере, то вот эта кнопка, она тянется из языка браузера, поэтому то, что она не переведена, это не ошибка. Но вот здесь вот эти вот элементики, вот здесь вот, в основном, кстати, даже все переведено. Получается, наверное, только environments. Наверное, только здесь.
допереведи. Ну, очень классно. Прям очень-очень-очень-очень-очень классно. Хорошо. Так, еще там были какие-то такие сложные моменты, как если мы заходим в задачу. Да, и вот тут вот получается... Ну, или просто ему так накидать, чтобы там без всяких скриншотов и без вариантов ошибиться. Так, давайте скопируем вот этот вот project. Потом, что у нас еще? Agents. Потом, что у нас еще здесь? Вот это CEO, я думаю, оно тоже подлежит переводу. Agents. Есть ли у нас что-то еще здесь такое хитрое, где что-то спряталось? Issue. Ну да, я думаю, вот эти вот еще тоже как-то. Issue red. Думаю, это еще можно попереводить. Что тут создал? Создал Agent Hire. Я думаю, вот это еще можно. Я ему еще надиктую. В случае, если обнаружены файлы, в которых есть недопереведенные слова, разработчик должен пройтись по всему файлу и проверить еще в этом же файле другие слова, которые в UI не видны, но которые, скорее всего, появятся, если что-нибудь там новое, уникальное натыкать. Поэтому, если... Общее правило запиши себе и используй на будущее. Если я где-то обнаружил какое-то недопереведенное слово, первое, нужно определить, где оно, в каком файле. Этот весь файл нужно проверить на захардкоженные слова. Если они есть, то поменять на переменные. И занести в английский и в русский текст, соответственно. Ответные файлы смотреть, чтобы там все было хорошо. И после того, как все это сделано, проверить, первое, поднимается ли сервер, а второе, применились ли изменения, если переключить на русский язык, то есть переключается ли на русский и идет ли отображение, переключиться на английский и посмотреть, что английский тоже не сломан, а по-прежнему отображается.
О, еще там была такая предохранитель. Сейчас, ну тут по Enter оно должно сработать. Давай, да. Нам нужно предусмотреть такой предохранитель, что в случае, если в каком-то языке нету перевода для какой-то локализации, допустим, разработчики по-быстрому что-то там сделали, но там, допустим, забыли сделать локализацию на конкретные языки, то должно подтягиваться по умолчанию английское значение. То есть не должна вся система как-то падать. То есть я наблюдал, что если какого-то перевода где-то в каком-то языке, хоть в каком-то нету, то вся система падает. Я считаю, что мы должны построить безопасную систему, где если есть перевод, то хорошо, если нету перевода, то это также в этом фреймворке должно записываться в переменные в папку eng в localization, но в случае, если в каких-то других языках перевода нету, то, ну окей, просто используется английский язык, пока не доперевели. Вот такой вот безопасный предохранитель выстраиваем, чтобы более... С одной стороны, если его не выстраивать, то тогда все переводы будут хорошо сделаны, качественно, потому что сразу будут разработчики видеть, что упала вся система, значит, что-то не так. Но, с другой стороны, такая хрупкая система, ее выстраивать, ну, зачем? Я думаю, незачем. Вот, мы это отправили, и вот эта вот новая задача finish translating, а тут to display. Тут to display, и здесь finish translating. Я думаю, да. Вот как-то так. И отправляем это нашему гендиру, он Opus. Сколько миллионный контекст токенов он держит, поэтому я думаю, с этим всем должен справиться. Что у нас? 21. Ну, это было бы 90 там, процентов. 92% мы израсходовали того, что могли бы. То есть за сколько? Ну, тоже за 40 минут 100% лимита мы бы исчерпали, если бы я не поднял с max 5x до max 20x. Если бы я подписку не увеличил, то мы бы уже уперлись в лимиты скоро. И они бы остановили работу. Ну, то есть только разогнались, только вошли во вкус, только начали работать. И потом заново вспоминать, что они там делали. Пусть уже сразу за один раз все делают. Окей. Вроде бы да, я хотел еще там в какие-то прикольные хитрые места позаходить. Вот часть хитрых мест мы уже нашли. Давайте покопаемся задачи. Do nothing. Подписи, доска. О, хорошо. При наведении правильные тут подписи. Что здесь мы ему еще скажем? Issue. Что еще на этой странице? Do nothing, делай ничего. Ну, в принципе, я думаю, что я ему могу просто вот так вот селекторов накидать, и он поймет, что с этим делать. Давайте попробуем тыкнуть новая задача. И... у нас улетает вот это вот
ссылка назад. Мы это вручную уже там поправили. Но для начала мы запустим вот эту вот задачу в работу, а потом уже будем чего-нибудь там еще совершенствовать. Я надеюсь, что он поймет, что здесь вот есть недопереведенные слова, и он возьмет их в работу. А теперь вот это уже как новая задача. Буду надиктовывать, потому что здесь сложно. Когда я захожу в раздел «Работа. Задачи», и здесь есть плюсик «Новая задача». Я нажимаю на нее, и у меня идет неправильное отображение окошка, где появляется новая задача. Я тебе дам идею, как это вроде бы было поправлено, а ты попробуй это действительно взять и починить, чтобы оно корректно отображалось. То есть там фон не полностью прозрачный. Сейчас я вижу коричневый фон непрозрачный, и задача улетает куда-то вниз. То есть она не по центру экрана и выглядит некрасиво. Идею, как это поправить, я тебе сейчас пришлю. Я это тоже не хочу, чтобы он там точно ли сделает, не сделает. Переведу сразу на английский. Так, концовка you know. Да, это вставилось то, что надо. Мы сюда копируем ссылку и саму идею. Где же у меня была эта идея? Так. Paperclip. И какая она, это у нас была? Что-то там с Tailwind было связано. Вот так вот оно было. Что за задача, да, получается, когда мы нажимаем Issue, здесь мы нажимаем New Issue, а оно вот так вот у нас красивенько получается. А когда здесь мы нажимаем то же самое, новая задача, то у нас получается не так красиво. И это вроде бы там сломано в Tailwind версия 4, Translate -y, минус там 50%, что-то там такое. Я думаю, он разберется. Главное, что я помню, что где, визуально понимаю как, и дал ему какую-то инструкцию. Я очень надеюсь, что дальше он уже самостоятельно справится, вспомнит, поймет. Оп, сорт. Где мы были? Ну это можно просто закрыть. Мы были вот здесь вот. И мы можем ему просто накопировать. Ну, во всяком случае, у меня хорошее настроение сбрасывать ему, потому что я вижу, что действительно что-то происходит автономно. И я радуюсь, потому что я изначально там накидал в Paperclip в ручном режиме, когда делал это все ZTI.
вместе с Cloud Code, там и ZAI, и Cloud Code был. Я возвращаюсь, и оно не готово, не сделано. Я расстроен, то есть мне пришлось второй раз собирать все эти штуки и повторно делать. И чтобы уже не упереться в то, что я не могу вот так вот накидать оптом, чтобы он потом уже сам разгребал за мной, то мне приходилось давать задание, ждать, пока он выполнит, проверять, что он сделал. Если он сделал правильно, то тогда уже идти к новой задаче, и пока я вкладку не завершил визуально сам, то да, я дальше не двигался. Это можно тоже отправить в исполнение. Ну, то есть он, во всяком случае, корректно понимает, что я ему просто накидал. Нет, это тут более сложная штука. Вот здесь вот я описал, как вручную мы там делали. До того, как искусственный интеллект стер весь мой код, который я делал 25 часов. Я не знаю, Cloud Code у меня никогда не стирал код. Тогда я запустил сразу 3 ZAI агента, которые исчерпали свои лимиты. И я на самом деле плохо думаю на ZAI, что он стер мой код. То есть я сделал локализацию для английского и русского и запустил переводы на дополнительные языки. И у меня полностью стерли весь английский язык и стерли весь русский язык. Я очень расстроился, потому что я думал быстренько сделать уже хоть как-то вручную, даже без автоматизации, и сделать pull request в проект. Но после того, как это все произошло, то я уже не захотел повторно руками это все делать. Это было exhausting, выматывающе. Это было выматывающе. Смотрите, сейчас 21 задача. То есть я просто понабросал в стену, в диалог с гендиром. И сейчас 9 задач на техдире и 11 задач на локализационном разрабе. И вот у нас обновляется сам сервак, то есть что-то там обновили. Ну, меня это очень воодушевляет. Хорошо, если он здесь работает, то пусть работает, а здесь мы еще... ну здесь тоже обновляется, наверное, это как-то связано с перезагрузкой сервака. Что еще? Project Agent Onboarding. Давайте зайдем внутрь задачи. Это та же задача. Status in progress. Я могу тоже пока копировать, если он такой осознанный, то я могу действительно просто сокращенно ссылка, селектор, элемент на всякий случай. CTO упал в ошибку. Ну, пусть разбирается, где он там упал в ошибку, пусть возвращается. Не могу скопировать, они постоянно что-то меняют. И я не могу успевать скопировать элемент, чтобы дать им новое задание. Вот так вот Enter отобью. Status in progress. Конфигурация. Ну тут прямо... много.
почему-то Danger Zone. Тут я вообще сделаю вот так вот. По-ленивому сделаю. Онбординг, ну, наверное, пусть будет как есть. Онбординг и онбординг. А вот это вот я ему все скопирую. И вставлю. Конфигурация, да? Бюджет. И тоже еще в бюджет, чтобы он залез и глянул здесь. А вот так вот тоже по-ленивому. Просто... Ой. Мне хочется... с конца могу копировать, да, в начало, чтобы сработало. И вот так вот отправлю. И это уже весело. То есть я вижу, что здесь создаются... во-первых, он меня слышит. Во-вторых, он что-то принято. Баг. Не регрессия локализации, но фиксим. Записал. Антипаттерны рендерится сырое значение enum, префайл. Ну, то есть он как-то по-умному меня понимает, создает какую-то задачу и разбрасывает на подчиненных, которые выполняют. То есть вот сейчас вот 17 задач одновременно. Давайте посмотрим на лимиты. То есть мы уже за час исчерпали 100% лимитов. Точнее, уже 100 с чем-то там. Ну, сколько получается? 30. 125 получается. 125% мы уже исчерпали на нашей агентности. Но он что-то вот делает. Окей. Он что-то делает, и мы что-то делаем тоже. Давайте подтыкаем здесь. Ну да, если он такой умный, то это же хорошо. Давайте будем использовать. Просто выделим вот это вот все. И он, я думаю, сам поймет, что где какие элементы недопереведены, допереведет. Я так надеюсь. Так, назначить задачу. Пока что еще баг сохраняется. Тут уже переведено отличненько. Мне прям очень нравится. Это сильно приятней. Это название. Входной. Ну окей, так, а мы здесь дизайн не поломали? Нет, не поломали. Это просто он съезжает из-за тех вкладок. Навыки. Мне нравится. Choose Manager, Capabilities внутри. Тут можно еще... Молодцы, в этой вкладочке попереводили, но не до конца. А с конца, чтобы не отреагировали наши кнопки активные, и вот сюда вот с шифтом. Здесь еще... А ну-ка, если тестинг... Давайте еще это сделаем.
Жду, пока пропадет вот эта визуализация. Тут хитрость в том, здесь есть особенность. Эта менюшка появляется после того, как нажата кнопка «Протестировать окружение», и увидит ли тестировщик в браузере, не нажав эту кнопку, скорее нет, чем да. Но исходя из самого текста можно найти файл, и куда подтягиваются эти данные, и то, что должно быть переведено, можно перевести. Так, надиктовали через GPT, вставили в Cloud код для перевода, переводим то, что он скриншот перевел в текстовый вид. Мы вставляем сюда и копируем наш перевод. Да, я вижу, что тут компьютер просто взлетает. Не, нормально, 60%. Я думал, там 100, так показано, как будто бы. Can be translated. Окончание, да, can be translated. Отлично. Ну, вот тут вот желтенькие появляются. Ну, и вы видите 13 задач. Одна на гендире, 7 на техническом директоре. То есть он одну ошибку какую-то поймал, но он с ней справился, преодолел. И вот на разрабе 5 задач висят. Давайте дэшборд зайдем. Это так классненько. Оно работает. Paperclip работает. 4 агента. 6 задач. Из них 12 открыто, 3 заблокировано. То есть, когда эти 12 выполнятся, пойдет дальше по цепочке по разблокированным задачам. Какие они молодцы. Ну, просто аплодирую стоя. Так, что-то еще хитрое здесь можем придумать? Нам обрушили сервак. Это где-то нету какого-то перевода. Нам восстановили сервак. Доделали перевод где-то там. Так, ну и давайте продолжать, если это успешно. Значит, у нас главная задача, которую я ему дал, это сделать локализацию до конца. Это эта задача? Нет, это что-то, что он создал. Так, а где моя задача? Ну вот это, получается, моя 10-я задача. Я здесь в диалоге с ним накидываю новые баги, которые грепнул, нашел сплит, хардкод темпей, ключи уже есть. Вне scope, info строк. Ну, то есть он создал задачу 40, 44, записал оба пункта. Ну, супер. Он реагирует на то, что я ему присылаю. Там еще была локализация у нас реализована времени, чтобы это все было не в американском стандарте, а в стандарте тех
стран, где этот применяется. Но это уже задача со звездочкой у меня была, насколько я помню. Я ее хотел уже просто сделать классно и качественно, что даты и время, чтобы они правильно отображались. Два дня. Так, это хорошо. 2 дня. Сессии. Очистить сессию, ну, то есть переведено. Do nothing. Подробности. Команда. Промпт. Заметки. Контекст. Класс. Окружение. Транскрипт. Сырой. Удобный. Я бы еще тут вот переводил вот эти std out. Может быть. Init std. Или может быть так и оставить, я даже не знаю. Если это... Ну вот, активненько что-то у нас меняют. Рушат сервак, а потом починят. То есть это они убрали. И не хватает какого-то элемента для перевода. Рушится сразу все. Project и Agent все еще также здесь с нами. Можно сказать, что уже мы приблизились к лимиту 8-часовому. Но хорошо, что у нас уже такие запас прочности огроменный. Ну, я считаю, что да. Сейчас уже помещаемся в лимиты. И эти лимиты уже не 7 дней, а 1 день. И эти лимиты в 4 раза больше. Плюс 300%, в сумме 400. Да он мне пишет такое сложное, или это я ему такое сложное пишу? Наверное, это я ему прислал такое сложное большое. Хорошо, ну и он над этим раздумывает или нет? Я ему отправил, но я не вижу, чтобы гендир... Тут установлено, что я отправил SEO. А как я могу визуально иметь подтверждение, что это отправлено ему? Там, по-моему, в начале была какая-то стрелочка. А, нет, тот по статусам. То по статусам. Вот он проснулся. И что он делает? Или давайте в SEO зайдем. А, ну мы в него и зашли. В дэшборд. А какую задачу он выполняет? Хорошо, ну в общем, здесь мы его загрузили работы, и теперь можем почитать, что там у нас в входящей почте. Ну, то, что он отчитался, что уже все сделано, и что давай заливаться на
материнский GitHub. Reject надо отказать. Board approval. Merge. Ну это то, что я как раз сейчас и отказал. Так, сервер is down. Создана куча подзадач. Я еще сюда накидывал дополнительные подзадачи. Частично выполнены. Так, что тут? Review Productivity for ZAI 7. Здесь умная штука была. В чем? Когда внутри трудился ZAI, он выполнял задачу, и он никого не тегал. И отправлял сюда сообщение, а так как задача не была помечена как выполненная и не было совершено отчета вышестоящему, здесь я грешу на себя, то есть тогда еще и на ZAI. То есть CTO, гендир, когда создавал CTO, он не создал ему инструкции душа, сердцебиение и все остальное. CTO, когда создавал субагентов, он тоже им не создал ни душу, ни сердце, ни осознанность, ни инструменты, ничего не прописал. Вот, и получается, тестировщик, он проходился по браузеру, собирал данные, говорил, что выполнил задачу или там локализацию какую-то он сделал, говорил, что выполнил, но это было не в правилах Paperclip, не в правилах скрепки, и поэтому скрепка не воспринимала, что что-то происходило, и статус принудительно от моего имени возвращался в выполнять. И он постоянно выполнял одну и ту же задачу, и так он попал на review productivity. То есть он одно и то же делает, и система увидела, что он ходит по кругу. То есть скрепка, Paperclip, молодцы, они прямо не дают яичке списать бездумно все ваши токены, и если что-то идет плохо, то вот в инбокс прилетает сообщение о том, что давайте посмотрим, насколько эффективно работает вот этот агент. Есть ощущение, что он работает неэффективно. И CTO говорит о том, что техгир посмотрел на подчиненного и говорит, как-то не так, как-то не оно. Так, какие у нас еще не прочитаны? Есть ли тут фильтрация, не прочитанные. Классно, мне нравится, тут фильтрация есть. In progress, active, backlog, done. А давайте проверим, есть ли перевод этих всех штук. Ура, мы нашли где... я думаю, лучше всего это будет рассказать, где находится, путем скриншота. Мы загоним скриншот. Зайдем в нашу 10-ю задачу. Пройдем в самый низ. Давайте тегнем директора, потому что что-то он, по-моему, эту задачу не подтянул к себе. Я не вижу здесь, что гендир тегнут. Поэтому принудительно его тегнем, что вот здесь процитировать нельзя, но во всяком случае, я думаю, он зайдет, посмотрит. In progress, высокий, хорошо. И здесь мы новую задачу создаем. Показываем, где она.
описываем скриншотом. И наверное, вот так вот. Еще ему скинем. Все. Отправим. Где здесь написано, что это отправлено ему? То есть, да, я выбрал, что это ему. А где визуальное подтверждение? Я не вижу никакого визуального подтверждения, кому это отправлено. Давайте я принудительно его тегну. CTO runtime. А 900 секунд это сколько у нас получается? 900 разделить на 60, это 15 минут. Да, ну нормально, 15 минут. То есть, да, действительно, если он где-то ударился 15 минут ожидания, то, может быть, что-то у него не то там было. 15 минут ожидания для агента, который реагирует каждые 20 секунд. Это да, он куда-то уже там ушел слишком далеко, слишком глубоко. Ну, то есть предохранители, которые здесь стоят, они прямо классные. То есть я в восхищении. Давайте посмотрим. Значит, здесь я хочу непрочитанные. Так, по проекту можно, по кому cancel done, to do in progress active, backlog done, assignee, visibility, live run only, hide routine runs. Я не вижу здесь все непрочитанные. Вот, здесь, да, здесь все удобнее. Вот, мои недавние, непрочитанные все. Супер, да. Это очень хорошо, что это здесь. Ну, молодцы, ребята очень заморачивались над тем. Recover installed issue. Я так понимаю, это еще задачи, которые ставили ZAI. Здесь можно не смотреть. 16 это уже создано после 10, это что-то, что новенькое. Отмечено как выполненное, поэтому моего участия не требуется. Это хорошо, мне нравится, когда мое участие не требуется. А здесь, смотрите, какой прогресс-бар классный. Под задачи их куча. CTO что-то там накомментировал. Гендир сбрасывает на техдира, и техдир что-то там ответил. Что такое фиолетовое? In review. А кто делает это ревью? Наверное, мое ревью должно быть создано CTO, а ревьюверы непонятно кто. Может быть, это QA должен делать. Тайм-аут после 15 минут. Работает.
То есть он ударился в лимит 20 минут, окей. Но это действительно много. То есть изменить, я так понимаю, боковую панельку, вот это вот дизайн. Он ушел как-то слишком глубоко, наверное, в эту задачу. Он начал сравнивать сразу все проблемы дизайна. И все проверки изменений дизайна за все это время. То есть вот сколько у нас сделано публикаций, это он сам публиковал. Вот. На гид заливался. И ему, получается, надо действительно установить большие лимиты. 40 минут. Если мы уже докупили такие хорошие лимиты, пусть будет у него 40 минут. 40 умножить на 60 это 2400. Кнопка «Сохранить», чтобы он не ударялся в лимиты. Да, это мы уже сейчас... Ну, классно, мы помещаемся в лимитах, и разработка, видите, как активненько идет. Глянем, verified commit and closed as done, CTO went with option R, remove, translate, Y, commit message, confirm. Вот это вот, по-моему, они починили создание новой задачи. Задача новая. Оно уже по центру, но фон еще не полупрозрачный. Да. Окно уже по центру, но фон еще не соответствует оригиналу. Сейчас фон на непрозрачный, а на при создании новой задачи фон полупрозрачный. Ну, давайте даем дополнительно скопируем, где что находится. Может быть, им будет полезно. Хотя они помнят, где проект находится. Но я правильно понял, что они чинят. И они починили, то есть оно уже центруется. Правильно, только фон еще вот такой вот сломанный. Так, возьму небольшую паузу. Пусть он пока все делает и выполняет. Увидимся скоро.
Вот, как и обещал, быстренько сразу возвращаемся. Для вас это вообще секунда. Я изначально как-то думал, что он очень быстро движется, очень быстро продвигается, и поэтому сейчас в онлайне все закончу. Кстати, вот да, мы уже исчерпали ровно 8 часов. За сколько? 8 часов исчерпали за... чуть больше, чем за час. Так что, если бы не эта максимальная подписка 20x, то это было бы невозможно. Cloud Code работает сильно быстрее, чем ZAI. Run cancelled because issue assume change before the... А что там было? Я не вижу. Assignee changed before the quiet run could start. The new owner will be woken instead. Начал запускаться гендир, но внутри задачи исполнитель уже поменялся, и ему уже нечего было там делать, поэтому его остановили. Действует здесь Cloud Code Opus 4.7, CTO у нас Sonnet 4.6, и все остальные Sonnet 4.6. Как-то интересно написано здесь просто Cloud Sonnet 4.6, а здесь Anthropic Cloud Sonnet. Только здесь написано Anthropic. Вот опять он что-то проснулся, что-то делает. Значит, почему я думаю, что, может быть, надо ему дать паузу? Вот этот сайдбар, он не перенесен никуда. Насчет new issue уже не коричневый, но и центровка слетела. То есть, может быть, пусть он поработает, поделает, что может, закончит все свои задачи, отчитается, что все хорошо, и после этого я уже буду проверять то, что он наработал. Говорят, что готово. Нет, туду. Вот мне интересно, кто обнаружил, что это все равно надо переделать. Так, это мой запрос. Это он вроде бы уже сделал. CTO отчитался, что готово. Генеральный отменил и заставил переделывать. Сайдбар. Это локализация. Локализация, да, нормально работает. Вот, так что я думаю, я его пока отпущу в свободное плавание. Запас прочности у нас есть. Пусть он что-нибудь делает, пока не остановится.
И этим видео уже поделюсь с вами. Спасибо, что подписались, спасибо, что смотрите. Мне очень приятно, спасибо за теплые комментарии. Научно-техническая революция искусственного интеллекта движется вперед. Нас застала она врасплох, может быть, кто-то был подготовлен. В основном люди не были подготовлены. Но хорошо, что вот мы в первых рядах на пульсе событий, где тут, на пульсе событий вклиниваемся в новую цифровую эру и изучаем передовые инструменты оркестрации искусственных интеллектов. Окей. Финансового вам благополучия, создавайте проекты-миллиардники в долларах. Пусть все получается. Всех благ.